59. Колбаску? Не возьму вообще тогда. Туда не надо ходить, что ли, за обедом же я хожу. Вот в этом доме, говорю, мне надо квартиры. Утром проснулась, еще раз проверяю, денег нет. А это не племянник заходил? На них наехал КамАЗ. Какая может быть мечта у меня? Угу. Можем, да, взять его? Сегодня в 9 утра мне звонит бабушка Зоя и говорит в таком немножко приказном тоне, что... Всем привет, вы на канале Добрый парень, и здесь мы помогаем людям. Мы встретили ее на улице, когда искали другого человека для истории. Она подошла к нам и попросила 20 рублей на хлебушек. Наличных у меня не было, поэтому мы прошлись с ней по магазинам и купили немного продуктов. Медянский. Медянский. Это в Магните купить? Да. Так а может вместе зайдем и возьмете Вот, еще что-то? Ну, давайте. Пойдем? Да. Вот. Одной хватит? Хватит. Кефир надо. Фрукты, может быть, какие-то. Да, тут не надо не открывать. Я же не ребенок. Тут все равно витамины. 59. Колбаску? Маленькая. Может, это лучше? Не это. Именно это? Хватит это, вот это. Но она просто это Ага. самая дешевая. Всё. Давайте это возьмем. Ну, как хотите. У меня денег нет. Бабушка Зоя брала все самое дешевое и недорогое и сказала, если я куплю что-то дорогое, то она это не возьмет. Печенье какие-то. А вы еще не купите? Печенюшки куплю. Овсяные? Угу. Может, такое? А, с шоколадом? не. Подешевле надо. Да не надо подешевле, давайте выберем хорошее. Все. Давайте хорошее выберем. А, не надо. Вот есть Молодой шоколад. человек. Не возьму вообще тогда. Хорошо. Самое дешевое. Ну, вот эти два. И все. Пошли теперь. Все, пошли. Пойдем. Вот, спасибо вам большое. А вы можете мне минералку березовым соком взять? Вон там. Ну все, спасибо вам, ребята. Меня бабуля Зоя, я в 4-м доме живу, а одна живу я. Давайте проводим вас. А? Проводим вас. Ага. Проводьте, посмотрите, как я живу, что ли. Ну, да. Мы ее проводили до дома, помогли донести продукты. В разговоре с ней мы узнали, что она живет в ветхой комнатке в общежитии. Друзей и знакомых у нее нет, и помочь некому, поэтому она и ходила на раздачу еды к церкви. А еще бабушка Зоя сказала, что днями она собирает бутылки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Мы торопились, поэтому оставили ее и сказали, что придем на выходных. И вот мы приехали. Сейчас зайдем в магазин и сразу к ней. Здравствуйте, а мы к вам. Заходите. Здравствуйте. Решили наливайтесь. Если у вас время есть, я вам расскажу, кто я такая. Да, мы вот как раз и пришли. Поэтому пришли, да? Узнать, послушать. Мы вам продукты, кстати, купили. Тут крупы, Что хлебушек. только не накупил. А хлеб-то есть у меня. Я же вон туда теперь, туда не надо ходить, что ли, за обедом же я хожу. Да. Мгм. О, есть еще такое. Печеньки. О. Ну зачем вы так это? Зачем вы так сделали? Чтобы вам приятно ну было. даете. Это кефир. Молодцы, купили. О, молоко даже есть. О, тут 100 лет можно прожить. Ё-моё. Я работала в Чебоксарах водителем троллейбуса. Мгм. Потом с троллейбусной мне предложили, я еще шофер, с меня требовалось информцентр
шофер на дальнего следования. Ну вот, меня позвали, да еще я киномеханик, шофер нужен, говорит. Такой, ну вот, пошла я туда шофером возить директора. Вот. Возила директора информцентра. А на чем Ну возили? вот, да. На чем возили? А? На чем возили? На Волге. На Волге. Так, Тогда 01 были. Мгм. 01. Я говорю, Александр Семенович, как вы думаете, я тогда на квартире жила? Александр Семенович говорит, как вы думаете, мне не пора ли квартиру как-то получить? И как вы думаете? А Зоя Георгиевна, сейчас мы сделаем, говорит. Поехали, говорит, это. А я хочу, говорит, говорю, выбрать, где я хочу, поближе больнице хочу. Вот в этом доме, говорю, мне надо квартиру. Видите, говорю, больница рядом, говорит. Сейчас сделаем, говорит. Мгм. Пошел он и нашел кого-то, посмотрели и все. И потом, где выдают ордера, поехали туда, говорит. Вот он вынес мне ордер, вот ваша квартира, говорит, поселяйся, говорит, пойдем, зайдем, посмотрим, говорит, 5-й этаж, хорошая однокомнатная квартира. Мгм. Вот там я начала жить. Решили мои родственники меня оттуда убрать и забрать мою квартиру. Начала эта племянница ко мне захаживать. Давай, говорит, обменяем квартиру, твою квартиру, говорит, не обменяем, ну просто переедешь в Шабакса, что тут будешь делать? Я говорю, как? Нет, говорю, моя работа, говорю, как, не могу. В общем, они, как-то, ну ладно, потом я дала согласие. Я думала, мою квартиру обменяют на мое же имя. И хрен тебе, они обманули, мою квартиру забрали, а эту квартиру выписали на какого-то племянника. Племянник теперь живет в моей квартире на Зеленой. Трехкомнатной получили. А меня сюда засунули. А еще это не на мне. Я просто как будто это снимаю. Они сейчас, если я квартиру не буду платить, в момент продаст это Лешка. Хреновая жизнь у меня, конечно, но ничего не сделаешь. Но жить-то остался. Мне 73 уже. Мгм. А у вас, вы как за эту комнату аренду им платите за эту комнату еще? За эту комнату я квартплату плачу. Если Я не будете квартплату. платить, да. Ага. Вон сколько бумаг там валяется сейчас. Там не убирают. Вот. Друзья, подписывайтесь на канал Добрый парень. Ваша поддержка очень сильно продвигает видео и мотивирует. А еще хочу сказать, что тот, кто ищет, тот всегда найдет. Я несколько месяцев подряд искал историю для своего канала. Заводил новые знакомства, бывал в местах, в которые обычные люди не ходят. Очень часто слышал отказы. Люди, на которых я рассчитывал и которые должны были помочь, просто пропадали. И когда человек, с которым я договорился, не пришел в назначенное место, вроде бы все, уже можно опустить руки. Но я не сдался и пришел еще пару раз в то же время, в то же место и встретил там бабушку Зою. Никогда не сдавайтесь, идите к своей цели. А если ваша цель еще не пришла, то поверьте, осталось еще пару шагов, еще немного. Почему я без денег оказалась? Это надо говорить. Прошлый, в общем, месяц назад решила в деревню поехать. Там деревня шифр сгнил. И думаю, помогу-ка деньгами, может, решила поехать. Деньги сняла 30 тысяч.
Мгм. Мгм. Все деньги сняла. И вот сюда положила пакет, и сюда положила, и сама легла спать. Завтра надо ехать, думаю. В час ночи проснулась, что-то забеспокоилась. Что такое, думаю, ага. Посмотрела, все на место, деньги на место. А что, думаю, беспокоиться, думаю, ага. Утром проснулась, еще раз проверяю, денег нет, документы на месте. Дверь открыта. Как, кто открыл, не знаю. В общем, 30 тысяч у меня пропали. А И когда без это денег. было? Мгм. Когда это было? А? Когда это было? Месяц назад ровно. М. А это не племянник заходил? Ключи-то у него? Нет, нет. Это где-то здешние. Они знают, когда я деньги получаю. Они... Это не первый случай. Так а вам может замок поменять тогда? Меняла 3 раза. Вон сколько замок меняла. Сама меняю их. А как они заходят? Ну ладно, все прошло, уже прошло. Ладно, как-нибудь доживем. А вот вы помните, Ладно. нам в четверг вы говорили про какую-то про аварию говорили, помните, в четверг? Как? Авария. Кто-то попал, что разбился. Вот я ее нянчить в Оренбург ездила в Оренбургскую область. Она меня первое слово няней назвала. Вот я в городе Гая я жила, и нянчила. Мгм. Вот потом не телеграмма, ко мне на работу 300 рублей деньги прислала Алина. Я ей написала: Алина, я вас, конечно, встречу, никакой такси не берите. Я же на Волге все-таки. Мгм. Я вас встречу, конечно, такси не брать. Мгм. Ага. Она доехала до Камеша, взяла такси на Красной Горке, на них наехал КамАЗ, Мгм. и все... Женька уже родился. Женька, Ольга, сама Алина погибли сразу. Мгм. Вы нам еще говорили, что вы бутылки сдаете. Вообще, ну, много получается на этом заработать, так сказать? А банки я собираю, Да. банки, мелочь. Вон там в коридоре там маленько собрала. Это ерунда так. Ну, а сколько получается так за день, ну, чтобы... За один За один день сколько собрать получается? за один день еще выходить надо, искать надо их, Ага, ну. швыряться надо в мусорках. Ага. Это рублей 30, иногда 40 в день, и все. Ну, Ерунда это. не чувствуете вы себя после этого как уставшей, замученной? А чувствуется, что неудобно. Я шляпу вон, отпускаю. Неудобно мне. Ну, мечта есть какая-то у вас? Ну, чтобы в У чем-то меня, желаете? что ли? Да. Какая может быть мечта у меня? Вот ухо надо ремонтировать, и все, вот это надо. Потом отнесу на ремонт, да не отправляет на завод. На завод отправляют. Сама это сделаю. А сколько стоит это ухо починить? 20 тысяч стоит аппарат. Нет, а починить его вот с такого... А? Починить с такого состояния, это сколько стоит? Починить в прошлый раз где-то около 10. Около 10 тысяч. Но я не знаю, пока пусть лежит. Я же совсем не могу, я же слышу же. А? Муж был у вас, есть или как? Никогда замуж не выходила, мне некогда было. Вы все работали, получается? Работа у меня такая была. Ага. Были парни, хорошие парни были. А куда деваться? Ну ладно, спасибо. Но вот так себя не делайте. Сами приходите. Если вот я всегда бываю дома или что.
Вам кто-то еще помогает? Ну, из людей, может быть? Абсолютно никто не ходит. Никто, да? Даже родственники не ходят. Ну, это вот этот племянник, да, который... Племянник в моей квартире сейчас живет. Трехкомнатный купил он. Бульвар Зеленый, там где-то вон. Ага. А вы можете нам свой аппарат дать? Аппарат? Да. Ремонт делать, что ли? Ну, сходим, узнаем вообще, сколько стоит, чего, Ну, не как. надо тратиться. А вот скажите, он у вас работает сам? У вас чисто Ага. пластмасска отлетела, да? Мгм. То есть чисто вот корпус у него сломан, а так Корпус он тут работает? нет. Вот здесь держатель батареи был, да. Мгм. Он выпал, я хотела вот это вот так поставить. Я это случайно выдернула. Я это сама сломала, вот случайно выдернула, я сама. Мгм. Можем, да, взять его? Отнесем? Отнесем, что нам там скажут, мы уже решим вам. Скажем, хорошо? Ну, скажете, сколько надо платить за Да это? нам ничего не надо платить. Ну, я позвоню вам сегодня, скажу, как, ну, что, как. Так что, Аппарат там продают, не смей купить. хорошо, этот починим. Он дорогой, 20 тысяч. Где я найду 20 тысяч? Хорошо. Не надо брать. Не там будем брать продают. нового. Хорошо. Хорошо. Пойдем мы тогда. Вы раскладываете продукты? Все, закрывайтесь. Ну, позвонишь? Да, да. Ну, ладно, пока. До свидания. Друзья, произошла такая ситуация. Мы забрали у бабушки слуховой аппарат, чтобы отнести его в ремонт. Но в субботу мы не успели. В воскресенье выходной. И вот в понедельник уже я работал. И во вторник, сегодня в 9 утра, мне звонит бабушка Зоя, говорит в таком немножко приказном тоне, чтобы я вернул ей слуховой аппарат. Видимо, может, переживает или думает, что я его украл или еще что-то. Но в любом случае сейчас отнесу, посмотрим, что она скажет. Ну, это слуховой. Ну, сами, да, отнесете, получается? Ну, ладно, созвонимся, ладно? Да, хорошо. Ага, ладно, я говорить начала так. Ну, ладно. Ага, ладно, пока. До свидания. Не бросай. А? Свои. Хорошо. Ладно, давай. Отнес бабушке Зое слуховой аппарат. Она все-таки переживала за него. Сумма не маленькая, слуховой аппарат. Стоят они очень дорого, поэтому переживала. И пусть он лежит лучше у нее дома. Пока так получилось, что не до конца она нам доверяет, скажем так. Поэтому оставим. В следующий раз, если придем и он все еще там лежит, то уже сами отнесем быстренько. А пока пусть она будет спокойна. Друзья, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и давайте делать добро вместе.